Привет, ребята, привет всем, кто нас слышит и видит. Как всегда, меня зовут Петрович, и я помогаю Викторовичу комментировать видео. В прошлой серии мы начали собирать трицикл в стиле ретро, и вот на чем мы остановились. Поехали дальше. Нужно делать переднюю подвеску и рулевое управление. У Викторовича была приготовлена рулевая реечка от ВАЗ-2108. Но потом решил, что на этом трицикле должны быть только ретро-детали, как будто он попал из прошлого, из той эпохи. И тут, Бог послал Викторовичу рулевую колонку от 407-го москвича. Викторович решил колонку закрепить вверху так, как в люльке тесно для колонки и педалей. Захотел сделать какое-то допотопное рулевое, посчитал, что для ретро это больше подходит. Я не удивлюсь, даже если Викторович сюда поставит что-то деревянное. На металлоломчике попалась рулевая сошка. Это будут поворотные кулаки. Шайбочки приварили к трубкам. Кулаки будут на подшипниках. Забиваем несколько штук. Укорачиваем ось от мотоцикла. И привариваем. Вот такие получились кулаки. Переднюю подвеску Викторович решил делать тоже необычную, чтобы была не двухрычажная, а какая-то примитивная. Привариваем трубы к коляске и к уголкам, тем самым все крепим в кучу. Попались сайлент-блоки вроде от Волги, еще тех времен. Внушают доверие. Вот такие сделали крепления. Хоть и сверло и дешевое, но все равно как по маслу. Вот эти 4 отверстия в металле больше чем 1 см за 1 минуту. Как всегда с токарными работами проблемновато, в трубе сделали прорез, вставили сайлент-блоки, и зажмем хомутами. И проще, и быстро можно заменить сайлент-блоки. Вот такой профильной трубой мы закрепим верх люльки и мотор, а также она будет и упором для амортизаторов. Для прочности, сварим вместе профильную трубу и нижние уголки, к которым прикручен мотор. Нам отлично подойдут куски от рамы. Небольшая переделка, переносим крепление рычага немного ниже, все только прихвачено.
Амортизаторы, пожалуй, возьмем от тяжелого мотоцикла, они больше похожи на раритетные. В качестве верхних креплений вполне подойдут срезанные с рамы крепления ножек пассажира. Ну что, попробуем поставить на колеса наше чудо. Рулевой вал укоротим чуть позже, пока не спешим. Рычаги получились длинные. Будут большие люфты, их нужно будет усилить, позже добавим им еще по одной тяге. Передок получился немного высоковат. И мы переварили крепление рычагов еще ниже, уже под трубу. А также поменяли амортизаторы на другие, эти немного мягче. Резьба на осях была левая, проблемно было найти гайки, поэтому нарезали правую. Ребята, был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. Все было хорошо, как вдруг Викторовичу попалось вот это. Вот это ретро-чудо. И Викторович сказал: пусть это будет стоить мне много потраченного времени, но на этом трицикле будет стоять именно этот ретро-мотор, мотор, без которого он уже не представляет этот трицикл. Викторович прекрасно знает то, что этот мотор не станет вместо того, так как когда-то в детстве, он срезал крепление 6-вольтового генератора и установил туда генератор от машины 12 вольт, и он будет упираться в трубу и не станет, поэтому придется мотор отодвигать немного вперед и все крепления переделывать. Поглядывая на этот мотор, работа пошла веселей, и моторчик уже примеряется. Крепления переделаны, коробка подошла, все стало, значит пора купаться. Но это совсем другое дело, этот мотор пахнет еще той эпохой, я думаю, вы со мной согласны. К тому же есть и еще плюсы, теперь оборудование будет 12 вольт, и из-за того, что мотор подвинулся вперед, стало посвободней в коляске, Викторович перевернет рулевой редуктор вниз и будет легче сделать рулевое управление. Ну а ты, брат, не расстраивайся, мы и тебе найдем применение, ведь впереди у нас еще много задумано проектов. Приступаем к рулевому. Чтобы закрепить колонку, пришлось сварить вот такой кронштейн. Из рулевой тяги сделали две рулевые сошки и прихватили к кулакам. Из жигулевских наконечников сделали рулевые тяги. Из средних рулевых тяг делаем реактивные тяги для рычагов. Добавляем кронштейн и привариваем к кузову. Вот теперь рычаги уже не гуляют.
Такая выходит чудо-техника. Здесь не будет идеальных запчастей, здесь будут стоять запчасти, в том древнем состоянии, в котором они нам достанутся. Вот Викторович насобирал немного, и это он еще не выходил из спальни. Сегодня Бог послал еще и новые выхлопные колена, но вид не идеальный, а нам такие как раз и нужны. С выхлопными пока не определились, но Викторович нашел две алюминиевые трубки, идеально заходящие в колено, поэтому возможно они тут и останутся, только тот кронштейн с тягами рычагов придется сместить ниже, так как тяги уже упираются в глушители, а они будут немного ходить. Карбюраторы проверяем на комплектность и чистим. Отрезаем лишнее. Друзья, нужно определиться с сиденьем. Есть, конечно, его родные, только в очень плачевном состоянии, неохота с ними играться. Есть вариант, вот такое, и добавить ему мекушки, только его нужно уменьшить. Не влазит. Есть еще и такое, но оно, падла, не ретро. Ну, и, ребята, помогите с советом по крыльям. Какие, на ваш взгляд, здесь лучше поставить широкие, как задние? Или узкие? Ну и напоследок, вот какая нам попалась, ретро-оплетка на руль. Ребята, пока на этом все. И как всегда, если видео зачетное, то с вас лайчик, подписочка и малюсенький комментарчик. До скорой встречи, пока-пока.